Привет, дорогие друзья! Вы знаете, что помимо попыток дискредитировать нас в подконтрольных средствах массовой информации, я кавычу всегда средства массовой информации, потому что это не является средством массовой информации, да, в подконтрольных своих информационных, на подконтрольных информационных ресурсах, таких как там Speed.info, Bigus.info, Slistvo.info, и вот это вот, вся вот эта вот история, Громадский и так далее, осуществлялись попытки Офисом Президента физической ликвидации. Как моих сторонников, так они не оставляют идею о физической ликвидации вашего покорного слуги. Мы будем говорить прямо. В июне прошлого года была осуществлена самая известная попытка убийства нашего сторонника Никиты Роженко. Как тогда об этом сообщил руководитель Главного управления национальной полиции в Харківській області? Він звернувся до нашого обласного управління поліції заявою, що йому погрожують представники, ну, скажімо так, національних таких партій, національного спрямування, радикальных партий. То есть наш сторонник, именно Никита Роженко, обратился в полицию, что ему угрожают представители радикальных партий. Он четко сказал, кто именно ему угрожает, там были написаны фамилии. После того, как он вышел из полиции, через 40 минут под другим управлінням поліції його пытались убити. Він десь був після 12-ї години, написав це за 24-ї години, ну, ночі, скажімо так. Да, і після цього вийшов десь він, через хвилин 40 знаходився в головному управлінні, вийшов і на Весняна, знову ж таки, біля нашого слідчого управління, біля управління стратегічних розробок, на нього здійснили напад. Возле управления полиции прямо его и убивали. Ну так хорошо, что там с расследованием? Вот это вот еще лето 2020 года. Да. Хто здійснив напад? Ну, ми розуміємо, хто це зробив. Ми проводимо слідчо-оперативні заходи. Ми направили матеріали на проведення ДНК-експертиз. Я думаю, що найближчим часом. В ближайшее время мы уже дадим отчет. Кто это сделал, мы понимаем. Полиция понимала, кто это сделал, через дня 2, наверное, после того, как это случилось. Через месяц они четко знали, как и кто это сделал. То есть, каким образом это было сделано. Замах на вбивство. Тому стаття тяжка. Бачимо, як інколи зараз в пресі всі дуже пристальну увагу до громадських активістів, до політичних діячів. Тому експертизи, розслідування повинно бути проведено якісно. Качественное проведено расследование, проведены экспертизы, в том числе ДНК-тесты, но ничего не произошло. Итак, убийцы, как исполнители, так и заказчики этого преступления, полицией не найдены, не озвучены. Мы сейчас будем поднимать, конечно, этот вопрос, потому что Никита Роженко уже стал депутатом. Мы будем каждый день доставать эту национальную полицию. И я понимаю, что национальная полиция может сказать, нам приказали остановить расследование. Ну пусть тогда озвучат это публично. Нам приказали из Офиса Президента остановить расследование. Вы знаете, я вспоминаю, однажды одна диктор с одного YouTube-канала украинского, да, рассказала со смешком на украинском канале, что Анатолий Шарий там преувеличивает по поводу того, что за этим всем стоит Зеленский. Конечно, преувеличиваю. Через несколько дней после нападения на Роженко я сказал четко, кто на него напал. Я назвал фамилии людей, которые, по нашей информации, осуществляли это заказное убийство. Это Машенский некий, а также Величко, он же Чили. Величко Чили и Машенский. Я, более того, в видео показывал счета, один из счетов одного из вот этих вот функционеров нацкорпуса, где там 500 тысяч долларов просто лежит на одном из счетов в Украине. Вы заметите, налоговую это не интересует. Это все деньги, нажитые честным путем, да? Итак, Величко и Машенский, по информации из наших источников, это те люди, которые пытались ликвидировать Никиту Роженко, забивая его битами. МВД эта информация также известна. МВД абсолютно известны все участники, но тем не менее, по какой-то странной причине, они не арестованы. Им не предъявлено подозрение, заявил тогда я. Но я тогда еще показал, как отжимались предприятия. То есть какая-то странная есть причина.
И этих убийц не арестовывают. Непонятно почему, да? Хотя они известны следствию были, я вам повторяю. Через 2 дня после они четко уже знали все. Через неделю уже знали даже маршрут, как те приехали, на чем приехали, как убивали и так далее. Что Никита выжил, это просто чудо. Но помимо этого, я показал еще информацию, как они отжимали предприятия там у себя. В Харьковской области там есть такой некий авторитетный бизнесмен, он курирует там нацкорпус, деньгами их греет, и они в его пользу отжимали некие предприятия. В частности, медиаэксперт показал жалобу в прокуратуру Харьковской области от руководителя предприятия «Харьков Энергоремонт», которое отжали при помощи корпуса. Кроме того, Шарий рассказал об участии нацкорпуса в преступных действиях по отношению к предприятию. Вот замдиректора охранного агентства «Корпус», некто Машенский Артем Николаевич. И Машенский Артем Николаевич является также соучредителем ГО «Ультрас Харьков». Ну, то есть в других местах «Ультрас» это субкультура, там они называют и так далее, да? А в Харькове это ГО. Все, знаете, на коммерческую основу поставлено. Машенский Артем Николаевич, как вы видите, уполномоченное лицо ГО «Ультрас Харьков». Это не шутка. Вот здесь вот Артем Машенский рядом с неким Чили, Сергеем Величко. Величко и Машенский, по нашей информации, по информации из наших источников, а эти источники информированные, да, Машенская и Величко это те люди, которые пытались ликвидировать Никиту Роженко, забивая его битами. Итак, предприятие при помощи этих граждан отжали, а потом Служба безопасности Украины отчиталась об одном интересном задержании. Задержали группу, которая занималась наемными убийствами. Служба безопасности Украины бодро отчиталась о том, что была задержана некая преступная группировка криминального авторитета «Князя». Эта группировка занималась, в частности, ликвидацией людей, она занималась похищениями людей, вымогательствами и так далее. Был задержан некто Кияшко. Кияшко – это тот самый Кияшко, который стал конечным бенефициаром отжатого при помощи нацкорпуса в Харькове предприятия. То есть отжимались предприятия, и конечными бенефициарами становились люди, которые состояли в преступных группировках, которые занимались ликвидациями людей. Также совершались заказные убийства, но при этом они не задерживаются. Что происходит, спросите вы? Что происходит? Ну понятно, что мы живем в Сомали и так далее. Но фишка в том, что указания на ликвидацию моих сторонников, на запугивание, на убийство были даны с самого высшего уровня. По ниспадающей через Службу безопасности Украины эти задания приходили конкретным исполнителям из нацкорпуса. Это не какая-то инициатива нацкорпуса по убийству Никиты Роженко. Итак, смотрите, как уже сообщалось, были задержаны 2 сотрудника Службы безопасности Украины, которые участвовали в заказе убийства 3-го сотрудника, в частности генерала Службы безопасности Украины. Есть материалы дела, где на самом деле за ними проводилась слежка, где на самом деле есть показания свидетелей и так далее. Эти материалы дела я очень скоро обнародую. В материалах дела фигурируют 2, собственно, заказных убийцы, которые курировали. Что они делают? Они разрабатывают план убийства, а к этому плану убийства привлекают криминальные элементы. Для того, чтобы все выглядело как какая-то криминальная разборка, я не знаю, какое-то просто нападение. Итак, Расюк Юрий Иванович, он арестован. А второй Катькаленко Игорь Николаевич. Он наравне со вторым разрабатывает схему убийства СБУшника. Вот Катькаленко. Вот это его документы. А вот это вот фотография Катькаленко с Машенским. Одним из, по нашей информации, убийц Никиты Роженко. Я повторяю, убийц, потому что убийство просто не было завершено по независимым от них обстоятельствам. У Никиты оказалось достаточно крепкое здоровье, и он выжил. Итак, вот это вот сотрудник СБУ, которого сейчас задержали по обвинению в подготовке наемного убийства, фотографируется с этим Машенским. Что же их связывает? Вот еще фотография, опять с Машенским. И вот фотография с Машенским. Связывает их сотрудничество. Потому что, по моей информации, сотрудник Службы безопасности Украины, вот этот вот, который сейчас планировал заказное убийство, планировал такие же заказные убийства, а посредниками между непосредственными исполнителями или же самими непосредственными исполнителями были 2 героя из нацкорпуса, которые, по нашей информации, убивали
Никиту Роженко. Потому что вот эта вот фотография сотрудника Службы безопасности Украины Коткаленко уже с Величко Чили, со вторым фигурантом, который, по нашей информации, убивал Никиту Роженко. Вот фотография офицера Коткаленко, который сейчас задержан за подготовку наемного убийства, с Жориным, руководителем штаба нацкорпуса, ну и другими представителями нацкорпуса. Я утверждаю, что заказы на убийство Никиты Роженко, на нападения на наших активистов, угрозы, поджоги и так далее были спущены Зеленским лично из офиса президента в Главное управление Службы безопасности Украины, а оттуда были распределены на вот этих вот офицеров, чьей специализацией является заказные убийства. Они, контактируя с представителями нацкорпуса, осуществляли эти убийства. Именно по этой причине их не задерживают, потому что у них есть крыша в виде Службы безопасности Украины. Ну и последняя фотография, я уверен, понравится харьковчанам и всем тем, кто думает участвовать в дальнейшем выборах. Это свежая фотография. Исполняющий обязанности мэра Харькова Терехов отлично знает, с кем он фотографируется, а фотографируется он с тем самым Величко Чили. Вот его name Чили 88. 88 это отсыл к 1488, это суперариец, как вы видите. Терехов, который мечтает, и уже они считают, что они уже стали мэром Харькова. И здесь хорошая подпись, да, Харьков в надежных руках. Я думаю, что надо иметь в мозгу ровно 0 для того, чтобы в Харькове фотографироваться с таким персонажем, прекрасно зная, что это за персонаж, прекрасно зная, когда ты с ним фотографируешься, и прекрасно зная, что в Харькове эти ушлепки не набрали даже 0,5%. Я думаю, надо иметь большой мозг у Терехова, и я уверен, что он очень мудрый человек. А также я уверен, что на выборах он должен получить столько же, сколько получил в Харькове нацкорпус. Это не все. Я буду публиковать материалы уголовного дела, закрытого уголовного дела Службы безопасности Украины. Их есть у меня. Пока. С днем рождения, Вовочка.